хрень творится на корабле. Потому что, если честно, мне кажется, здесь, обитает какое-то зло, в буквальном смысле. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия, я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь, Я знаю, просто... не может все это происходить. Ну, пусть что-то одно, но не весь этот бред сразу. Слишком много совпало. Тут явно какая-то херня. В чем мы можем быть уверены? Что реально? Я долбанулась, или это корабль-призрак? Ну, типа корабли-призраки существуют, и мы как раз на таком, и нам теперь всем хана. Вот и я хотел сказать. Мы не первые, кто видит здесь чертовщину. Караульные до смерти испугались чего-то странного в грузовом трюме. Мы нашли запись, что несколько человек чего-то испугались и пытались откосить от дежурства. Что здесь произошло на самом деле? Без понятия. Газета была от 47-го года. Видели золото? Что-нибудь? Маньчжурское золото никакое не золото. Это жуткие химикаты, растеклись во втором отсеке трюма. Да, наши друзья-рыбаки тоже едва ли ожидали чего-то подобного. А вот такой сюрприз. Что случилось с экипажем? Куда все делись? Это прям как будто бы склеп, а не корабль. Так откуда все эти трупы? Видимо, умереть от страха все-таки можно. Походу, с этими людьми так и случилось. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Можно ее задействовать. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то туда подняться. Надо валить с корабля. Ну да. По-моему, мы, короче говоря, полной задницы. Наверное, это бред, но может из этих орудий сбили тот самолет? Класс. Пригодились бы, если б не дырки. Нашли выход? Увы, нет, но я буду искать. Эй, мне нужна помощь.
Тут мы сможем подняться. Подсади-ка. Я помогу. Сюда. Тут можно пройти. Вы нашли радио? Нет, но радио на корабле должно быть. По-другому быть не может. Наши шансы на выживание я оцениваю. Что-то тут не так. Если идти в Сан-Франциско, то не таким же маршрутом. Как будто пытались отвести всем глаза. Типа прятки, только в океане. Корабль снесло с курса, была сильная облачность. Они не знали, где находятся. Да, ужас какой. Бедолага скопытился прямо во время эфира. Не позавидуешь. Смотрите! Не может быть. Оно до сих пор работает. Старые радиостанции мало отличаются от современных, если подключить к сети. Сейчас попробую. Такая погода,
О, работает. Номерная радиостанция. Военная частота. Попросим помощи. Эй! Эй! Меня кто-нибудь слышит? Алло! Принято. Прием. Охренеть! Есть контакт! Если вы слышите, мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты 12:30 южной широты, 151:20 западной долготы. Пожалуйста, мы вас ждем. Нужна помощь. Повторите. Повторите. Прием. Мы на грузовом судне. Большом, заброшенном. Алло! Алло! Вы меня слышите? Ну же, прием! Эй! Гляньте сюда! Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь, возле радио. Пойду я, разумеется. Я все сделаю. Идти должен я. Ну, младший, Ну что? думаю, ты заслужил повышение. Будешь средним братом? Я не понял. Ты о чем вообще? Ты отличился. Прям вот грудью на амбразуру, О, эк ты метафорично. а не на фотку пулемета. Уважаю. Серьезно. Ну, что скажешь? Сам справлюсь. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не охранник. Я о себе позабочусь. Эй, раз Джулия сказала справиться, то справится. И точка. Ладно. Ты и я, Джулия. Кости целы? Все на месте? Эй, вы там в порядке? Нормально. Видите что-нибудь? Нам надо найти генератор. Если запустим его, запустим и радио. Мы будем ждать у радио. Сюда. Эй. Ты первый. Мы на нижних уровнях корабля. Похоже, завязалась драка, и этого Чарли отправили в карцер. На 10 дней? Ничего себе драка.
лазарете лежал некий Джо. Если мы отсюда выберемся, я неделю пролежу в ванне. Не если, а когда. Ну, надеюсь. Я всегда прав. Может, это сын кого-то из экипажа? Опа, господи. Посмотри-ка. Глянь, внизу. Машинное отделение. Самое место для генератора. Посмотрим. Черт! Все, конец. Я могу спрыгнуть. Стой! Ты в порядке? Да, в полном. Спускайся. Черт! Чего? Ты видела эту херню? Ну да. Нет, конечно. Ау? Ко мне только теперь возвращается зрение и рассудок. Никто не нападал. В общем, корабль вез маньчжурское золото. Что по факту никакое не золото, ядохимикат. На корабле какой-то странный туман. Может, именно из-за этого? Мы, наверное, им надышались, и теперь нас так глючит. Я видел такой бред, что глазам не верил. И правильно, что не верил. Мне все привиделось. Но в этом есть смысл. Мы знаем, что команда чего-то очень боялась. Да. Они видели какую-то херню и решили, что это все правда. А с упавшим самолетом это никак не связано? Это был спасательный самолет. А прилетел он сюда, потому что люди на корабле послали сигнал бедствия. Но прилетел он слишком поздно. На корабле все сошли с ума и сбили его. Кто знает, о чем они думали. Или им показалось. О боже.
Ладно, идем дальше. Ты не думала, что было бы, если бы мы отправились в Японию? Заткнись. Я нашел! Слава богу, он работает! Ну, слава богу, нашли. Переключи рубильник и пошли наверх. Эй, в чем проблема? Все, надо идти наверх. Должен быть другой путь. Алло! Вы должны нам помочь! Вы слышите? Пожалуйста! Объясните ситуацию. Прием. Мы в опасности! Прием! Мы в ужасной беде, и нам нужна помощь! Срочно! Прием! К вам уже направляется группа спасателей. Прием. Вот и- Черт! Дерьмо! Ну давай! Эй, посмотри! Это ребризер! С нашей яхты притащили. Он еще работает? Ну, на несколько минут, может, и хватит. Стоит его брать? Он будет нам мешать. Нет, лучше его взять. Все-таки часть трюмов затоплена. Salaud! Je sais ce que c'est de faire. Quoi tu parles, hein? Mais c'est moi qui vais te tuer. Dis-moi seulement où est ce putain d'or. T'as perdu la tête ou quoi? Non! Je t'en prie! Non! Je t'ai dit de la fermer, sale menteur. Ferme ta gueule de merde. Tu dis n'importe quoi. Tout ce que tu racontes, c'est des conneries. Alors, ferme ta sale gueule de merde. Écoute. Écoute-moi. Non! Fais pas ça! D'accord! Je t'avais dit de fermer ta gueule. О, черт! Maintenant, c'est moi qui viens te chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Je vous attends, bande d'enfoirés. Господи. Это жуть какая. Он же больной на всю
голову. Лучше держаться подальше. Да, надо срочно выбираться. Чё? Идёт. Чёрт. Зря вы прячетесь, сучки мелкие. Хотите захапать все золото? Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытаетесь меня облапошить? Чтобы не делиться, вы оставите меня здесь, на смерть. Но капитан здесь я. Я здесь главный. Поэтому я здесь решаю, кому уйти, кому остаться. Вот-вот нас догонит. Ты ведь придумал, что делать? Сидеть тихо. Посмотрим, что будет. Ага. Американцы пробивали себе дорогу в чужие края и остались неудел. Генераторы включены. Золото мое. И теперь пришла моя очередь быть. Моя! Вот этой вот большой кувалдой. Боже, не стой! Мы в безопасности. Пожалуйста, скажи, что да. Порядок. Ну, до поры. Все. Не с места. А вот теперь никто из вас не изменится. Повернитесь. Тихо. Медленно. Вот так. Ладно? Не меняйся. Не смейся. Руки вверх. Тихо. Нет, нет. Нет, не так. Никаких перемен. Все. Просто убери пистолет, и никто не пострадает. Вы что думаете, я хотел убивать? У меня просто не было выбора. Он внутри нас. Я прав? Я же прав. Ага. Вот опять. Опять все переменилось. Что изменилось? Назад! Не лезьте к туману. Эй, здесь нет тумана. Не вдыхайте. Не вдыхайте туман. Какой туман? Ты наверняка его видел. Он повсюду. Он желтый, и он расползается. Уже внутри. Уже внутри нас все. Да успокойся ты! Стоп! Стоп! Туман в кондо. Из нас? Не дышала я никаким туманом. Ну, честное слово. Да, вы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Ладно. Слушай, в последнем трюме и правда что-то было. Какая-то дымка или туман. Я знал. Говорил. В тебе есть туман?
Нет, мы задержали дыхание. В нас нет никакого тумана. Да ладно! Вы типа крутый дайвер, но думаете, я куплюсь? Мы здесь уже много часов. Вы типа все это время не дышали? И сейчас не дышите? Боже, он во мне. Кошмар, я вдохнул туман. Он во мне, да? Я чувствую, как он там вихрится. Меняет меня. Внутри. Спокойно. В тебе нет никакого тумана, поверь. Нет. Хватит врать. Вы все видите его во мне. Вы просто врете. Туман внутри. Жрет меня заживо. Эй, стой, не надо! О, твою мать! Твою мать! Твою мать! Класс! Просто охренеть! Ну да, давай тогда сразу утопимся в луже. А что? Это все очень увлекательно. Ну, народ, где вы все? Эй! Что происходит? Все в порядке? Ничего не случилось. Надо идти к ним. Надо спуститься, узнать все, ли в порядке. Черт! Что делать будем? Я за ними. Проверю, что там. А ты жди возле радио. Надо придумать что-то еще. Я буду прямо очень осторожен. И вернусь сразу, как найду генератор. Все будет хорошо. Осторожней там. Ладно?
сказать. Ты слышишь? Эй, не психуй! Мы хотим отсюда выбраться. Не надо лишней крови. Расслабься. Никому ты не нужен. Спокойно. Мы что-нибудь придумаем. Знаешь, это плохая идея. Уходи оттуда скорей!
Ну что, попробуем? О, да. Что это за место? Он заброшен? Ау! Алекс! Джулия! Вы здесь? Он любил играть в игру. Если я из-за чего-то расстраивался, он начинал плести всякий бред о разных параллельных мирах, которые могут существовать. И такая штука, при любой вообще безнадёге, всегда находилась хотя бы пара других миров, где все еще хуже. Ты был прав, братишка. Как ты был прав. Я просто хочу знать, что с моим братом. Он пытался нас спасти и вызвать помощь. Ничего не зная о лодках, о навигации. Господи, только бы он был сейчас жив. Ну зачем я его отпустила? Вот и все. Конец игры. Свободны. Ну, пока что. Но вы всегда можете попробовать еще раз. Постараться добиться большего. Впечатляет. Выжили почти все. Ну, почти. Удивительно. Когда опускается занавес, вы либо готовы к этому, либо нет. Все дело в решениях, не так ли? В решениях, принятых в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем. Или наоборот. Решениях, последствия которых могут проявиться не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Что ж, до встречи. Может, в Литл Хоуп, а может быть, где-то еще. Но знайте, мы встретимся. Это
неизбежно. Won't you spare me over till another year? 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 I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand. The horror anthology. The horror anthology is much loved and has an established pedigree across all forms of entertainment. From Twice Told Tales by Nathaniel Hawthorne in 1837 to Clive Barker's Books of Blood in the mid-80s, and with the likes of Blackwood, Poe and Lovecraft in between, short story horror writing has long been a popular format. Largely regarded as the first published horror anthology, Twice Told Tales is a collection of mostly previously published stories from The Token, an annual illustrated gift book published in Boston. The author of Twice Told Tales, Nathaniel Hawthorne, was born on July the 4th, 1804, in Salem, Massachusetts. His great-great-grandfather was John Haythorne, a Puritan, and one of the judges who presided at the Salem witch trials of 1692. In 1842, Edgar Allan Poe reviewed Twice Told Tales for Graham's magazine, concluding that Hawthorne was a man of indisputable genius. By this time, Poe, also from the state of Massachusetts, had already written his own collection of short stories for publication. This collection, titled Tales of the Grotesque and Arabesque, was published in 2 volumes in 1839. The horror anthology had become a recognized format.
and after also writing many short stories for newspapers and magazines, Algernon Blackwood's first publication, the Hey. What's up, man? Conrad. Good to finally meet you, Conrad. This is Brad, by the way. My little bro. Hey, man. Want to crack a cold one with me? In The Man of Medan, I play a character named Conrad. And I think initially when we find Conrad, he is a sort of entitled guy, a wealthy American who's on vacation. Where's the old crust bucket skipper anyhow? He's an adventurous guy. He lives off the cuff. He does what he wants. I'd invite you to make yourselves at home, but, And I think that's kind of fun to play as an actor. He has no censor, he's no filter. So whatever circumstance he's put into, you know exactly how Conrad feels. And so it was kind of fun performance to start out being brash, kind of a silly guy, and just jump in and have fun with that. So is everybody on board and ready to go? You're selling, I'm buying. I think Conrad and I have some similarities. I think the sense of humor and the sense of fun are similar between Conrad and I, but I will say that he's a little more aggressive and a little more outlandish than I am. Guys, look, I think we gotta listen to our experienced, beautiful, smart, and beautiful captain here. If she says we should do things Connie, the right- please, I didn't bring you on this trip to get laid. Wait, what? I think Conrad's the kind of guy that I would like to be at a party with. You know, I'd like to have a barbecue and drink some beers with him. I don't know that Conrad and I would be best friends. I think we'd butt heads a little bit. Right on, Bradical. I like the cut of your ship. It's jib. Don't ruin it. I think the scenes that I've had the most fun with so far are basically when Conrad is going absolutely crazy. I don't want to give too much away, but there's a scene where these sort of fishermen interact with our divers, with our core crew here, and he's just a bit of an asshole. Hey, we got damage here, you see this? We can take care of this, man. It's not a problem. I mean, what do you think, like $10 cover it? Oh, whoops, my bad. Let's make it 20. Okay. Hold on, I got this. Well, shoot, you think it's more like 30? I can do 30. All right. You drive a hard bargain, but I'm with you. Here, you know what? Let's just throw in the whole pot. That's yours. You go ahead. Let's go. No! He's just got an attitude. He's brash. These people are messing with his group, and he just kind of lets loose and talks trash to them. And as a guy who would never do that in real life, it's a lot of fun to just kind of let Conrad flow, say whatever he wants. You are an idiot. They left, didn't they? That doesn't make you any less of an idiot. You know, the only thing funnier than seeing you try to buy your way out of that situation is watching you put your money to waste. Got a smile out of you. Worth every penny. I got. One of the most interesting and one of the key moments that sticks out for me is Conrad's decision in the first act of the game, either to stay with the group or potentially just take off. Storm's 8 miles away. They came here on a boat. Maybe we can take it. Yeah, it's a speedboat. I can get out through the window. We gotta break these off first. Too loud. They'll hear it. We're gonna break them during the thunder. Good call. Don't leave us here, okay? And I think, again, this is what's interesting. Depending on how the player sculpts the story, Conrad can become a coward, essentially, and desert his friends and his family, or become a hero and stay. These fuckers need to pay. So that, to me, is very, very interesting. Two very human choices, and depending on how our player decides to live with these characters, can totally change the outcome of the game. So I think that I enjoy when Conrad makes the heroic choice and gets to stick around. He obviously gets to see more of the adventure, but it's just as possible that he tries to save his own life and takes off. Whew, wow, that was intense. That's one way to put it. You got a better way to put it? All the characters do have very strong personalities and drives. Leave! I think Conrad is the instigator. Good news, bad news. Bad news? I don't see how this could get any worse. I think he is the one that really starts the confrontation with the fishermen. These are kind of... Maybe the fishermen I pissed off earlier. Oh, God damn it, Conrad. Great, just great. And the good news? So I think in a lot of ways, Conrad is there to stir the pot and create drama. I recognize them. How was that good news? I thought you were gonna ask the good news first. You're such an idiot, Jesus.
Do I prefer playing the good guy or the bad guy? I think that there's fun in both. To be honest, I don't get to play the bad guy as much as I get to play the good guy, so I think I relish those moments where I get to play the darker side of things. But I think every good hero has that balance, has that dark side. I think a good guy who only is doing good things is kind of boring. You just had to piss them off, didn't you? So I think that there's elements of both sides in both characters. And the best villains are the villains that don't think they're doing anything wrong. Their motivation is not like, oh, I'm a mustache twirling bad guy. It's like, no, they're doing what's right for them. It just happens to be against what most people think is the right thing to do. If I can't shoot them as payback, at least I could give them a nice jab with a sharp knife. Because I'd had some experience working with motion capture and games before, this experience was much easier for me coming right in. I didn't feel like I was jumping into the deep end. What I really like is that all the actors are constantly there all the time. There's the ability to work off each other without the pressure of specific lighting and marks. There's a freedom to that I really, really enjoy. It's been really good. It's been very kind of a free experience as far as like motion capture performance. You got a funny way of saying thank you, Conrad. You're a piece of work, Conrad. I'm not all work, I'm a little play, too. Hashtag wink. Hello. I am the curator of stories. Stories of love and hate, greed and beauty, life and death. Stories such as this one. The curator of the Dark Pictures anthology bridges between the player and the story, being very aware of what they've done, but also much more aware than the player about what's actually going on in the story and what the context is and what the scenario is. What do you think happened to this guy? Now, for the first time, for some reason that he himself doesn't even understand, he's been given the opportunity to talk to somebody, and that somebody is the player. As far as he knows, it's always been him that's done this job, and nobody else. And within his library is the story of everybody's life and death. There's even rooms in there that he can't remember ever going in, but he's way too busy to go and explore because there's always another end of life to record and document. Clothes are so important because they provide an insight into the character. They explain where the character's been, they describe where he's going, they suggest motive. We want the audience to perceive him as having everything completely in control. So all of the ideas of his clothes being tailored to his body, it's really important to us. We worked with a costume designer. He did a lot of research into the authenticity of the materials and textures. He provided us with lots of authentic high-resolution reference. He even gave us material swatches. It was really useful for us because looking at the folds, looking at the visual language of cloth, how do they sit on the character? Is it working from a distance? What's the weight of the material? It gave us a really good platform in order to produce high-quality, realistic materials. Giving it that depth. I'm here to record the story you choose to tell. I think that whenever you're dealing with a realistic human acting performance and facial expressions, that part of it is so key to transferring the emotion that you want to over to the player. Just the definition and detail that you need now is quite challenging. But there are repercussions. In terms of cameras, it's quite interesting as well because we've talked a little bit before about how we use skewed angles, upshots, tilts and all that kind of thing to create this feeling of unease and anxiety in the horror moments. And for the curator, it was quite the opposite actually. He's very much in control and he knows everything about the game you're playing and he's very much at home in his own environment. So we took the approach to have a lot more flattering shots, a lot more level shots. You look at him at a natural height. You're never like below or above him and it creates this veneer of control. It's almost like it's very straightforward and he's just delivering you these statements. You see, we each make decisions according to our own moral compass. And of course he's British. As soon as we'd established that and who he was and what his personality was, our minds went pretty much straight to Pip Torrens to deliver the performance. And Pip's done a brilliant job bringing everything that we wanted in the curator to life on the screen.
and pretty much everything that we shot was nailed on first take by Pep. But the truth of this story isn't fixed. Far from it. A story can change a great deal when told from a different perspective. One thing that was really important for us with the art direction was to somehow differentiate him from